Для создания закрытой лилии нам понадобится небольшой кусочек пищевой фольги, 4 готовых лепесточка, зеленая пастель светлая, которую мы уже окрашивали 227, вот такой вот кусочек тейп-ленты небольшой и проволоки. Можете взять 0,6 мм, у меня здесь есть 2 по 0,3, я их вот так перекручу, маленький кусочек. Вы уже, наверное, поняли, я не люблю ничего выбрасывать, поэтому сделаем так. Перекрутила, чтобы был более-менее плотненький вот такой ствол. И далее берем кусочек фольги, формируем закрытый бутон лилии вот таким образом. То есть он должен быть продолговатеньким. Здесь формируем каплю и внизу тоже формируем вот такую каплю. Снизу делаем прям хорошо, потому что здесь нужно будет крепить уже проволочку. 4 сантиметра. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Довольно рыхлая, но ничего страшного, нам так как раз и надо. Берем клеевой пистолет, наносим клей. Обязательно вклеиваем проволоку. Я прям туда ее сейчас вклею, хорошенько вставлю. Будет крепиться. Приклеили. Это основа нашей закрытой лилии. Далее, внимание, лепесточки нужно будет перевернуть, то есть это будет у нас задняя сторона, это будет сторона лицевая. У нас как бы получается наоборот в цветочках. В закрытой лилии, чтобы был виден цвет и все прожилки, мы делаем именно так. Первый лепесточек наносим просто клей по поверхности и хорошенечко перекрываем фольгу, оставляя у носика чуть-чуть пространства, чтобы перекрылось все полностью. Подклеиваем, старайтесь не деформировать фольгу, потому что мы уже форму для нашей закрытой лилии подготовили. Обязательно проклеивайте все. Вот здесь. Аккуратно, чтобы нигде ничего не торчало, потому что это уже нам будет потом в дальнейшем мешать. Все хорошо проклеиваем. Здесь особенно стараться не надо, этого практически не будет видно. Следующий лепесточек точно так же, но уже с обратной стороны полностью перекрываю все. Точно так же подклеиваем. Здесь уже аккуратней, потому что здесь, возможно, будет видно. У нас 4 лепестка всего для закрытой или полузакрытой лилии, как вам больше нравится. Делаем все по одной технологии. Перекрываем. Вот можно оставить такой носик небольшой, тоже будет смотреться симпатично. Далее прикладываем вот к этому шву следующий уже лепесток лилии и точно так же закрываем. То есть здесь у нас чуть-чуть видно, здесь уже мы перекрываем. Примерно на одном уровне должен быть носик. Ориентируйтесь на последний лепесток. Так, аккуратненько, чтобы клея не было видно, потому что здесь уже у нас открывается лилия. Можно делать их не плотно, вот эти вот части лепестков, так как они уже могут отходить, например, от лилии. Я вот здесь оставлю, у меня будет распускаться. Если вы хотите полностью закрытую, ну, соответственно, просто хорошенько приклеивайте лепестки. Здесь особой технологии не нужно. А вот как раз таки полуоткрытую нужно постараться сделать. Видите, немножко они уже отходят. И последний у меня лепесточек. Я его переверну, соответственно, обработаю наоборот, потому что он же у меня вот так теперь получается размещается, да? Вот. И я также на край этого, ну, как мы делали с предыдущим, кладу, и у меня немножко даже будет отходить. То есть вот так. И не забудьте, вот здесь по основной прожилке нужно будет немножко клея нанести, буквально капельки.
И вот таким образом прощипнуть, чтобы у нас была прожилочка видна уже с этой стороны, чтобы было понятно, что это лилия. Так, прикладываем, ну, с любой стороны, какой вам кажется более симпатично. У меня это вот так. И здесь я полностью обклеиваю. Соответственно, аккуратно наносим клей, потому что это уже финальный лепесточек. Вот видите, как хорошо прожилочка ложится, ее уже видно. Все, здесь я сильно проклеивать не буду, но зато хорошо подкручу края лепестка, который еще не совсем раскрылся. Посмотрите, как изящно получилось. Тут немножко можно еще подклеить, слишком сильно отходит. Вы смотрите сами, какую степень раскрытости ваша лилия, в какой степени будет. Вот у меня вот так. Смотрите, какая красота. Здесь я подкручу еще края, чтобы они смотрели внутрь, что они еще не совсем готовы раскрываться. Вот так. Очень живой, красивый бутончик. Следующий шаг. Берем тейп-ленту и прокручиваем, перекрывая все неровности. Прокручиваем, полностью перекрывая нашу проволоку. Вот такая красота. Далее наношу немножко зеленой пастели нашей и прохожусь по низу. Можно даже пастелькой прокрасить и растушевать пальчиками, чтобы низ был более зеленым. Все, мы собрали закрытый бутончик лилии.